Девочки, я вас приветствую. Как дела, как настроение? Надеюсь, порабощаете их сраных насекомых и обезжириваете их жестко. Ась! Сегодня мы поговорим на тему крайне важную, злободневную. Как же все-таки и где познакомиться с нормальным мужиком? Как вам, девочки, эта тема? Считаю, что крайне полезная. Выдам вам сегодня все. Итак, поехали. Ну, начинаем, как всегда, с кофе и с песни. Были овцами когда-то, было нас большое стадо. Байгушанками мы стали, и теперь мы крепче стали. Мы стальные байгушанки, видим мир теперь с изнанки. Ничего теперь не бросим, на руках теперь нас носят. Были овцы и рабыни, а теперь мы все богини. И, конечно же, отныне ездим мы на Ламборджини. Мы не овцы, не служанки, мы крутые байгушанки. Мы умны и мы красивы, в байгушанстве наша сила. Были овцы и рабыни, а теперь мы все богини. И, конечно же, отныне ездим мы на Ламборджини. Мы не овцы, не служанки, мы крутые байгушанки. Мы умны и мы красивы, в байгушанстве наша сила. Были овцы и рабыни, а теперь мы все богини. И, конечно же, отныне ездим мы на Ламборджини. Мы не овцы, не служанки, мы крутые байгушанки. Мы умны и мы красивы, в байгушанстве наша сила. Были овцы и рабыни, а теперь мы все богини. И, конечно же, отныне ездим мы на Ламборджини. Мы не овцы, не служанки, мы крутые байгушанки. Мы умны и мы красивы, в байгушанстве наша сила. В байгушанстве наша сила, в байгушанстве наша сила. Вы умны и вы красивы. В байгужанстве ваша сила. Привет. Лейла, спасибо за цветочек. Приветствую вас, мои красоточки. Ну что, как настроение? Давайте рассказывайте. Кого вы обезжирили? Ась, кого вы нахлобучили? Кого вы дрессировали? На какие суммы получилось? Привет, 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 привет. Спасибо, рыбка, что репостнула эфир. Спасибо за репосты, девочки. Вы мои хорошие. Можно вам вопрос задать? Конечно, можно. Приходите на консультации. Скоро, кстати, я повышаю цены, вы знаете.
И теперь я занимаюсь только персональным коучингом и групповым коучингом. Все, девочки, все остальное я отодвинул на потом. Очень много сейчас девочек, которые создают квартиры, машины, выходят замуж за миллионеров, обезжиривают, становятся содержанками, нихуя ни за что не отвечают, не работают, наслаждаются жизнью, вас становится все больше, а я один. Так что, девочки, победа будет за нами. Окей? Итак, слушайте меня сюда, девочки. Где же твой богатый мужчина? Ась! Сегодня будет жесткий разъеб от Дениса Байгужина для женщин, которые застряли в одиночестве, ловят маршрутки и отсасывают у нищих. Жалеть, сразу скажу, не буду. Понадаю кому-то из вас сегодня по мордасям правдой. Окей? Итак, девочки, приготовьтесь, налейте себе чай, кофе. Вот у меня сегодня кофе. Обоссыте всех нищебродов, закройте поплотнее дверь, увольтесь с работы, бегите из дюртюли и слушай меня сюда внимательно. Никаких приветики, минетики. Сейчас, девочки, будет жестко и больно. Если ты приползла сюда, чтобы поныть или послушать очередную инфо-цыганскую чушь в стиле «полюби себя», «открой поток чакр», «раздуплись», «вселенная скинет тебе на голову принца», тогда я тебя разочарую. Закрой эфир и беги к своим котикам, налей себе дешевого просека и сосни нищебродского хуйца. Окей? А также плачь в подушку. Не тратьте мое время, девочки, если вы любите нищих и любите работать. Кто из вас любит самореализацию? Вы прокляты. У меня пиво, умница. Пивасик приветствуется. Потому что моя минута стоит дороже, чем вся твоя жизнь. Итак, этот вагинар для тех, кого уже тошнит от кармических узлов и карт Таро, женских кругов, где вы водите хороводы и водите на Луну, от всяких марафонщиц, обещающих тебе богиню за 21 день, медитации на привлечение мужа через дыхание, жопой и маткой. Ты уже так задышался, считаю, что у тебя уже глаз дергается, а мужика как не было, так и нет. В кошельке дыра, а в кровати кот. У некоторых даже 2 кота. У кого, девочки, 2 кота в кровати? Ко мне на консультацию каждую неделю приходят такие умные независимые консьержи, которые зарабатывают 150 тысяч рублей в месяц, 2000 долларов в месяц. Такие успешные женщины с яйцами. Сидит, ревет, тушь по ебальнику размазывает. Ну где они, Дениса, где нормальные мужики? Их что, инопланетяне забрали? Я смотрю на нее и думаю, а ты в зеркало себя видела? Мужчины-то никуда не делись. Они ходят вокруг, но тебя они не видят и не хотят. Ты для них невидимка, потому что от тебя пахнет отчаянием, кредитами и мамиными нищебродскими советами. Сегодня у нас час, девочки, жесткого, может быть 1,5, жесткого кровавого катарсиса. Я буду уничтожать твое глупое эго, размазывать твою гордость по стенке и ржать над твоей тупостью. Окей? Не потому, что я злой, хотя я адский коуч, а потому что у тебя время тикает. Правда, у тебя время тикает. Кстати, напиши, сколько вам лет. Тикает ли ваше время? Морщины растут, жопа обвисает. Шансы найти любящего, богатого мужчину, папика, тают с каждым днем. 24, 25, 55. Кто из вас работает, напишите. Я консьержка тупая. Выживает за 150 косарей в месяц. Или за 100 в месяц. За 1000 и за 2000 долларов без мужика. Кто из вас одинокий? Напишите, если ты все еще одинокая. Если думаешь, что тебе просто не повезло. Да,
Мой парень меня бьет, как прекратить? Видишь? Дарина спрашивает, мой парень меня бьет. То есть у нее есть парень, как она думает, который ее бьет. Нет, Дарина, у тебя нет парня, который тебя бьет. У тебя нет мозгов, которые тебе надо заиметь. Мне сделали предложение через госуслуги, уже дату прислал. Супер, Юленька, вот это нормально. Вот Инстаграм, умница. Молодец, молодец. Итак, пишем, девочки. Жесткая правда номер 1. Принц на хую сам не прискачет. И это твой единственный шанс. Давайте, девочки, по чесноку. Включили остатки консьержского мозга. Сколько из вас нищих девственниц духа в глубине души своей мечтают о сказке? Вот ты сидишь в кофейне, вся такая натуральная, без макияжа, в засаленных спортивках, да, с немытой гулькой, да, на башке, и жрешь дешевый круассан, и думаешь про ипотеку, и тут двери распахиваются, заходит 2-метровый альфа-самец, или турборусь, или альфа-дед, или какой-то собственник бизнеса, миллионер, заходит без мамы, без бывших жен, смотрит на тебя и говорит: о, богиня Юленька, о, богиня, я искал твой богатый внутренний мир всю мою жизнь, вот мой вертолет, вот 1001 роза, а полетели в Монако. Подняли, девочки, руки? Кто так мечтает? Посмотрите на ваши руки, кто поднял. Опустите свои жирные лапы. Вы ебанько, вы все ебанько. Вы так или иначе думаете, что сказка случится. Этого не случится никогда. И не потому, что ты не наработала свою женскую энергию, а потому, что ты нахуй никому не сдалась в таком виде. И с таким состоянием, и с такими мозгами. Мужчина любит глазами, он хищник. А во-вторых, современные мужики зашуганы вами. Зашуганы вами и вашей тупостью. И поэтому мужчины разучились подходить первыми. Я вам расскажу сейчас историю, как один богатый мужик обосрался. Он просто наложил штаны. Да. Рассказываю реальную историю. Один мой знакомый психолог описывал своего друга. Короче, друг, 37 лет, шкаф 2х2, крепкий мужик, бывший боксер-тяжеловес, при бабках, директор какой-то компании. Конкретно такой брутальный кабан. Сидит, значит, кабан в рестике. За соседним столиком девочка. Симпатичная девочка. Она просекла, что мужик при деньгах, начинает включать динамо-машину, да, достает сумочку, медленно вытряхивает помаду, зеркальце, пудру. Уложила потом все обратно, поправила волосы, стреляет глазками. Всем видом показывает: ну подойди, сделай шаг, я готова познакомиться. И что делает этот 100-килограммовый бобер? Знаете что? Ничего. Сидит, потеет, пердит, мнет салфетку, яйца давит, боится подойти. Что наложила от страха? От страха быть отвергнутым, девочки. В итоге девчонка плюнула, встала и ушла. Он только тогда опомнился. Выбежал за ней на улицу, а след ее простыл. Лошара. Хватит быть собой! Консьержки вы! Станьте уже хищницами! Вы понимаете своей головой, что произошло? Если даже успешные, сильные мужики боятся подойти к тебе, которым открыто семафорит, то чего ж ты ждешь? Когда инфо-цыгане говорят тебе: просто будь собой, расслабься, и все придет. Они тебя грабят. Это вообще не работает. Быть собой, слушать прямые эфиры, вебинары не работает. Это твоя главная ошибка. С собой ты будешь дома на унитазе, в маске из огурцов. А в социуме ты должна быть активной охотницей. Сколько длится эфир? Да, минут 40-50. Вам внушили, что вам нужен какой-то просто нормальный обычный мужик, да?
Да нахрена тебе обычный нищеброд с завода? Тебе нужен мужик с деньгами, который будет тебя обеспечивать, возьмет полную ответственность, возьмет тебя на содержание. Но ты даже нищеброда склеить ты не можешь, потому что ты сидишь как сыч, как ждун и ждешь море погоду. Поэтому, девочки, хватит верить в натальные карты, нихуя не получится. С сегодняшнего дня мы будем учиться жестко манипулировать и расставлять капканы, и брать мужиков теплыми, как делают это байгужанки. Я дам тебе конкретные техники и скрипты, техники и стратегии провокации, от которых у статусных самцов будет сносить крышу. Записывай, пока я добрый. Окей? Работаем. Любимый Дениска, спасибо, красотка. Итак, жесткая правда номер 2. Сайты знакомств, это помойка для нищебродов и твое кладбище. Ну что, спасибо, красотка. Шишила, спасибо за цветочек. Денис Красома, Марин, спасибо. Ты сейчас такая сидишь, скулишь. Из своего города, кстати, где ты живешь, напиши. Сидишь и скулишь. Дениса, ну, на улице не знакомятся. В Тиндер я пойду. На Мамбу. Я ж королева свайпов. Ну и что? Серьезно, да? Ну давай расскажи мне про свои успехи, фантазерка. Если ты год сидишь на этих сайтах для неудачников, у тебя в улове-то кто? Кто у тебя в улове, блядь, на этих сайтах? 2 нищебродских пугатика, пузатика, женатика, которые пишут: жена мне не отсасывает, я ищу тебя чисто для души. Или один мамкин долбоеб-сказочник, у которого Бентли на аватарке, на свидание он приехал на метро. Или 3 сперматоксикозника с текстом: давай сразу ко мне, я пивка взял. Может быть, какой-то утырок с фоткой с 2014 года, который в реальности весит как бегемот сраный по 200 килограмм. Поздравляю тебя. Если ты с такими знакомишься, то ты кусок мяса на витрине уцененных товаров. И ты знаешь, что прикол? Эти сайты созданы не для того, чтобы ты нашла богатого мэна. Они созданы, чтобы доить с тебя деньги за VIP-статусы и держать тебя в иллюзиях. Разуй глаза. С кем ты там переписываешься? Ну-ка напиши. С кем ты там переписываешься? Так и напиши, с кем. Что ты видишь в анкете? Ась! Фотку, где он втянул живот. И цитатку, да? Джейсона Стэйтема. Гениально, заверните 2. А что ты не видишь? Ты не видишь, как это чмо жлобится на чай официанту? Ты не видишь, как он стоит, не знаю, в пробке и орет, как просто резаная, сука, свинья? Ты видишь, что он чавкает, как свинья, и носит заштопанные носки? Ты не видишь его бабки, ты не видишь его статус, ты не видишь его потенциал и перспективы. Один другого краше, да? Да, Моника? Ученые доказали, когда вы переписываетесь в чатике, в 50% случаев вы вообще не понимаете интонацию друг друга. Вы, как курицы, сами себе придумаете в голове принца. Он тебе скобочку прислал, а ты уже через фату примеряешь имена вашим детям и придумываешь. А через 2 недели на свидание приходит вонючий, закомплексованный курьер или бариста, сука. А ты уже готовилась, ноги до ушей побрила, да? Кружевные трусы натянула, губы свисток накрасила. Да, ради кого? Ради этого шлака. А потом воешь подругам, мужики перевелись. Девочки, а кто из вас встречается с уебками? Спасибо, Кристалл, за собачку красоткам. Кто из вас встречается с нищерами, с уебками, с этими упырями, с этими морковными сблевышами? Напишите, пожалуйста. Которые не подарили тебе ни квартиру, ни машину, которые не взяли тебя в отношения, которые не взяли за тебя ответственность. Напишите, напишите. Кто из вас встречается за слова любви? Я тебя люблю, сука, корову подарю.
Кто из вас встречается с этими недожаренными упырями? Ась! Не способные ни бизнес построить, ни квартиру, ни дом построить. Ни хрена не могут. Запомните, девочки. Мужики с бабками, они на месте. Просто они не сидят на мамбе. Им некогда, они деньги делают. Поэтому врубай мозг и записывай. Записывай кровью, если ручки нет. Территориальная, блядь, близость. И это вообще-то не эзотерическая чушь. Это наука, мать ее. Пары не создаются под луной. Мужика с деньгами и статусом берут там, где он обитает, и что-то он там делает. Еще раз. Мужика с деньгами берут там, где он обитает. Напиши там, где он обитает. Записывай, молодец. И там, где он что-то делает. Вспомни школу, универ, где ты влюбилась. Спасибо, Кристал, шляпа новогодняя. Вспомни школу или универ. Ты помнишь, там влюбилась первый раз? Ну, прям там, в классе. Ну, где там, на картошке, блядь. На секции, где? Потому что вы были вместе. И ты видела его в деле. Как он решает проблемы, как он общается с авторитетами, какой он мужик в стрессе. И вот тут, внимание, сейчас ты порвешь шаблон. Когда ты видишь мужика в деле, внешность уебывает нахуй. На Тиндере ты нормального ресурсного мужика свайпнешь всегда влево. Потому что у него пузико, залысина и рост 1,72 м. А ты же на сайте знакомств Брэда Питта ждешь. И когда ты с этим мужиком ходишь, да, когда ты с этим мужиком ходишь 2 месяца на одни и те же курсы, и видишь, как он хладнокровно решает вопросики, как его уважают другие, какой у него пронзительный взгляд хищника, то этот лысый собственник бизнеса становится для тебя богом. Потому что от него пахнет силой, уверенностью и деньгами. Вот и все. Поэтому, девочки, я вам гарантирую, если вы знакомитесь на сайтах знакомств, в социальных сетях, на Фейсбуке, в Инсте, вы всегда проваливаетесь, вы не видите успешных. То есть, как только внешность мужика тебе не понравилась, ты его уничтожаешь, и ты проебала еще одного собственника бизнеса. Но ты лайкаешь всяких джокеров, долбоебов, которые потом тебя обманывают. Пиздоболы, дизайнеры охуительных историй. Или мамкины сыночки на тоненьких, ровненьких ножках. А теперь пилим. Нет. А теперь палим республику. 7 мест, где пасутся альфачи. Готовы? Вы готовы? Смотрим на холеное лицо, конечно. Вы смотрите вообще не туда. Итак, подняла свою ленивую задницу. И на этой неделе пошла туда. Не в понедельник, не после уроков, а сейчас пошла. Открыла календарь, забронировала, заплатила, потому что деньги потрачены на инвестицию. Особенно инвестицию в локации, это не расходы. Это билет в другую лигу, девочки. 1 вечер в правильном месте дает больше, чем 6 месяцев свайпов в Тиндере. Итак, поехали по точкам. Первое, куда я рекомендую всем пойти, чтобы познакомиться с собственником бизнеса. Пиши: дорогие курсы ораторского искусства и бизнес-риторики. А кто туда ходит? Топ-менеджеры, директора, владельцы бизнесов, спикеры конференции. Те, кому через 2 недели выступать перед инвесторами и нужно учиться не блеять, как овца. Нищебродам там делать нечего. Курс стоит как зарплата кассирши. Альфа-фильтр работает
автоматически. Нищеброды вообще, кстати, не умеют выступать публично, не умеют продавать. Тупые, бестолковые, биомусор, бакланы ебаные. А вот богатые мужчины учатся говорить, учатся выступать публично. Они изучают риторику. Я сам учился выступать публично, я сам учился продавать, я сам учился инфобизнесу, я сам учился коучингу. И все, кто со мной тогда учились, все долларовые миллионеры, как и я. Весь наш поток, все долларовые миллионеры. Вот и все. Окей? Когда идти? Вечерние группы, понедельник, четверг, с 19 до 22. Самые жирные мужчины приходят на такие интенсивы выходного дня, да, на 2 дня по 8 часов. Цена примерно от 100 тысяч рублей и выше за выходные. Там он, и точно он не бедный. Записали? В чем идти? Конечно же, деловой casual. Не вечернее платье, потому что ты палишься. Не спортивный костюм, да, ты не альфа-самка. Лиска, спасибо за цветочек. Узкие брюки или юбка-карандаш. Тонкий свитер, дорогая обувь, минимум макияжа, ухоженные руки. Он должен подумать, какая интересная женщина. Наверное, тоже владелица малого бизнеса. Где сесть? Ну, конечно, не в первый ряд, там ботаны, отличники. И не в последний, там жмут попку. В третий, четвертый ряд садись, по центру. Так ты в поле зрения, да, когда он начнет выступать. Что говорит на разбивке? Всегда на упражнениях иди в пару к тому, кто тебя интересует. Скажи громко и уверенно, а можно с вами? У вас интересная подача, все, дальше он сам. Вы будете в паре отрабатывать публичные выступления. Да, жмут попку. Окей? Как отличить настоящего от позера? Настоящие пришли учиться, делают заметки в дорогой блокнот. Дорогая ручка, не паркер за 5000, да, обращай внимание на дорогую ручку. Вот, спрашивают практичные вопросы, не философские, да. Вот, часы у них не Apple Watch, потому что Apple Watch только на тренировках, да. Но у них дорогие, да, часы. Вот, на пальце печатка, да, или вообще ничего. Так, вот и все, примерно. И понятно, что все схожие тематики. То есть туда, где учатся постоянно успешные и богатые мужчины. Вот я постоянно учусь. Постоянно учусь. Мастер-классы, тренинги, семинары, бизнес-встречи. Второе место. Это бизнес-нетворкинги и отраслевые форумы. Забей на то, что ты консьержка или обычная бухгалтерша. Никто не проверит твой паспорт. Да? VIP-бейджи покупается за 3 копейки. Платье по фигуре, охуительные туфли, да, минимум косметики. Богатые мужчины, они, понимаете, не хотят женщину, да, похожую на эскортницу. Они хотят женщину, похожую на ту, в которую можно было бы влюбиться. И зашла и пошла, стреляли глазками в кафе-зоне. Вот, на каких форумах ловить? Мы ловим, девочки, это всегда инвестиционные саммиты, это форумы предпринимателей, это конференции, да, про технологии, да, про финтехнику, отраслевые всякие саммиты по нефти, газу, строительству, недвижка, вообще недвижка огонь. Вот, цены, да, цены кусаются, но стоит туда попасть. Там они живые, дышащие, ходящие с чашечками кофе. Когда приходить? Во время кофе-брейков, конечно. 10:30, 13:30, 16 часов. Вот. Не на самом выступлении, он там слушает или работает по телефону, да. Вот. И не подходит. Не подходит он, к нему первый раз надо самой подойти. Вот.
Кстати, у вас визитки есть? Эльф, спасибо. Вы визитки сделали, девочки? Только такие, чтобы невозможно было выбросить. И вы ходите на бизнес-саммиты. Привет, красотка, привет, красавчик. Меня бросил жених за 4 месяца до свадьбы. И когда было тяжело, встретила вас, умница. Расстраиваться не надо. Не надо. Потому что смысл расстраивается, когда все равно все будет хорошо. Все равно все будет хорошо, потом резко старость, и потом мы все сдохнем. И все. Давайте этап нервов, который все равно закончится, давайте его проскочим. Вот как я живу. Да, если возникает типа вот какой-то такой стресс, да, но потом после него задышались, а потом решаем проблемы, да, все же мы решаем проблемы. Так вот этап стресса я просто перелистываю, нахуй неинтересно, да, не хочу, да, и сразу же решаю проблему. Это все. Вот, когда ты придешь ко мне на групповой коучинг или на персональный коучинг, ты поймешь, почему ты сразу станешь богатым. Да, вы уже понимаете, Даша. Даша, ты лучший. Спасибо, ты красотка. А вы уже понимаете почему. Потому что, одно дело, когда я вас вот сейчас учу, другое дело, когда ты пойдешь туда. Потому что многие, кто сейчас слушает, услышат все места, где мы охотимся, вы туда не пойдете. Вы не понимаете, как тебе выехать из Дюртюли, блядь, или из Саратова. У тебя же 2 детей, что тебе делать в твоем городе, а как ты его будешь ждать? Непонятно, блядь. А меня мужик нищебродский хуй держит, мурыжит, а я же влюблена, блядь. То есть ты не делаешь. То есть я сейчас учу вас и понимаю, что только примерно 5% женщин способны это воспринять и применить. Но да, Кисловодск в том числе, нищебродский. Когда ты придешь ко мне на обучение, на групповой коучинг или на персональный, да, больше, девочки, чтобы вы понимали, я больше ничего не веду. Я больше ничего не... Да, и на живые мероприятия придешь ко мне в Дубае, да, я живу, или на онлайн мероприятия групповые, да, или персональный коучинг, да, тогда ты будешь делать, и тогда у тебя сразу будет результат. Вот, например, да, вот у меня есть книга, Библия обезжиривания, вы знаете, да, есть Библия манипуляций. Вы думаете, то есть их раскупают, все, партия закончилась, я не знаю, надо ли печатать или нет, потому что все распродали, девочки, больше Библии обезжиривания нет, у меня есть одна, может быть еще одна или 2, все. И вот вопрос, а вы знаете, вот здесь все про то, как создавать квартиры, все подробно, да, на примерах, на реальных примерах реальных байгужанок. Вы думаете, сколько из девочек вот купили и прочли? Вот просто, представь. Прочли полностью, законспектировали. Ты удивишься. 5%. Дениска, привет! Наш мотиватор. Выпускайте книгу. Да, очень нужно. Да, не знаю я уже. Потому что, все уже. Может быть, следующую писать, не знаю. Где она продается, так она у меня продается. Нужно писать мне в личку. Знаете как? Зайдите на мой канал YouTube. Там есть под видео, под ютубом, под роликами YouTube, ссылка на мой отдел продаж. Вот. Если ты хочешь консультацию, или попасть на групповой коучинг, или на персональный коучинг, или книгу купить, что написать. Окей? Так, что сказать? Понятно, не буду говорить, Ты умеешь знакомиться на мероприятиях по бизнесу? Напиши. Как прокачать уверенность в себе? Как любая байгужанка становится меркантильной сукой. Да? Уверенность в себе — это навык. Это как, например, водить автомобиль. Да? Вначале непонятно, а потом как Шумахер хуячишь. Вот и все. Для этого есть упражнения. Приходите на обучение ко мне. Дам упражнения, будете делать вначале дома, потом с близкими, потом с нищерами, потом переключимся на миллионеров, и все, и разбогатеешь. Итак, третье. Это закрытые клубы. Особенно закрытые клубы настолок, мафия, кэш-покер. Там, где крутятся мозги, там азарт. Там мужики расслабляются и показывают настоящую сущность. Да? Вот. Вычисла победителя и приклеилась к нему. Где ловить? В крупных городах есть закрытые клубы интеллектуальных игр, куда байгужанки всегда приходят. В Дубае, кстати, тоже, да, мафия уровня про, то есть не для нищебродских тупых студентов. Кэш-покер обязательно, да, в частных квартирах.
да, эти места нам тоже знакомы, туда можно попасть через знакомых, да, там и искать можно в чатах, вот, а клубы преферанса, бридж-клубы, да, стоимость, конечно, тоже кусается от 5 примерно до 50 тысяч. Иногда требуется приглашение, этого, надо найти знакомого, который туда тебя приведет. Вот. Кто там обычно? Айтишники, анальники, миллионеры, владельцы стартапов, юристы, дорогих контрактов, спортсмены, завершенцы, тоже завершили свою спортивную карьеру. Рантье, кстати, блядь, мы обожаем рантье. Вы знаете, да, девочки, кто такие рантье? Охуенные мужики рантье. Вот. Криптомиллионеры. У всех, короче, у кого есть мозги. И у всех у них есть деньги. У кого есть мозги, запомните, у них у всех есть деньги. Вот. У большинства нищеров денег нет. И счастливой жены тоже нет. Что надевать? Комфорт плюс. Вот. Плюс какой-нибудь один акцент. Ну, такой тонкий кашемир, джинсы хорошего бренда, кроссовки, да, люксовых марок, да, Лора Пьяна выбирай, да, и как бы не ошибешься. Вот. Ни платье, ни каблуки, девочки, да, это место про мозги, не про вечеринку. Да? А как себя вести? Ну, понимаешь, игра это главное. То есть не флиртуй за столом во время игры, это бесит. Играй честно, проигрывай красиво, выигрывай скромно. Да? После игры задержись, закажи себе кофе, вина, обязательно задержись. Как вычислить победителя? Вот не тот, кто выиграл больше всех, а тот, кто, знаешь, не нервничает при проигрышах, это победитель. Да, хвалит соперников без сарказма тоже. Знает имена всех за столом, да, то есть его уважают. Не пьет алкашку во время игры, или пьет очень мало. И уходит ровно тогда, когда сам решит, а не когда его условно позовут. Это и есть альфа. Тот, кто не показывает своего превосходства, потому что оно у него есть. Вот, я рекомендую такой скрипт. Скажи ему, да, слушай, ты сегодня здорово играл. Ты сегодня здорово сыграл, скажи. Я не поняла, как это ты на пятом круге вычислил не знаю, мафию. Или как ты на пятом круге читал блефы, да, как блефуют. Да, объяснишь. И он начнет объяснять, да, ты ему дам свой номер, да, чтобы написал, да, в какой клуб лучше ходить в этом районе. Да, общаешься, и все. Потом ресторан и обезжир. Окей? Окей. Вас смотрят обычные девчата. Зарплата 30 тысяч. Какие брендовые туфли? Я не понял, Тори. Это что за хуйня? Меня не могут смотреть обычные девчата с зарплатой 30 тысяч рублей. Пиздуйте. На заводы, блядь. Дюртюли проклятые. Не надо мне такое писать. Не надо мне такое! Как вы можете стать байгужанками, если, во-первых, вы, работаете, у вас зарплата 30 тысяч рублей, это значит, у вас ни навыков, ни мозгов. С кем вы там общаетесь, с кем вы там ебетесь? У кого ты, блядь, отсосала дюртюли ебаная? С кем ты, блядь, собираешься жить? При зарплате 30 тысяч рублей в месяц, что ты себе позволяешь? Как ты себе, блядь, позволяешь просто жить на этой планете, блядь? У тебя же нихуя нет. Ни мозгов, ни интеллекта, ни эмоций, ни амбиций разбогатеть. Сколько тебе лет, сука? Я в ахуе просто, девочки. Вы просто обычные, классические рабыни. Я рабынь не приглашаю. Я рабынь не уважаю. У нас нету рабынь за 30 тысяч рублей в месяц. С кем ты работаешь за 30 тысяч, блядь? Я не понимаю, что, такие реальные зарплаты есть? Что такое 30 тысяч рублей? Это мой завтрак. Я в ахуе. Ты, блядь, как? Ну-ка напишите, на каких зарплатах, на какой работе все еще платят женщинам 30 тысяч рублей. Вместе. На байгужанка приходит на свидание и тут же обезжиривает на 30-ку. Просто наликом, блядь, на одном свидании. Наликом. Я в ахуе просто. Я в ахуе, я реально в ахуе. Я в ахуе. Блядь, аж воды захотелось, аж похудел, сука, на 200 грамм.
учителя, преподаватели общепит. Общепит, сука. Инженеры, админы. Кто еще, блядь? В Минске $400 в месяц максимум. В любом месте без налогов. Блядь, нахуй я это читаю? Мне это не подходит. Вы поймите, байгужанки выходят на содержание в среднем по городам Украины, Казахстана, в среднем России, в среднем 300-500 тысяч рублей в месяц. Рублями посчитайте, сколько это. Сколько в долларах, сколько в евро это. Москва 800, миллион, полтора. Дубай 2, 2,5, 3 миллиона рублей в месяц. Какие 30 тысяч рублей? Ответьте мне в Инстаграме. Может быть, отвечу. У нас минимальная зарплата в Татарстане 50 тысяч рублей. Я в ахуе, блядь. Это как вообще? Денис, ты бы хотел работать за 30 тысяч рублей в месяц? Я в 2005 году работал за 9 тысяч рублей в месяц. Участковым полномоченным милиции. 9 тысяч рублей. Мой нынешний доход 8-9 миллионов рублей в месяц. Стабильно, сука. Каждый месяц, лично моих. Пиздец какой-то. Поэтому у меня дома персонал, 2 няни, домработница, повар, личные ассистенты, 23 сотрудника в моей компании. А кем вы работаете? Я женский бог. Я женский коуч. Я, сука, отец-основатель великого движения байгужанок, содержанок по всему миру, блядь! Что непонятно? Я хищник! И рождаю хищниц, байгужаны, которые обезжиривают, раскубышивают и расчехляют мужиков. Как вы зарабатываете столько? Что-то странные какие-то вопросы пошли. Вам что, блядь? Дудя, что ли, блядь, на вас натравить? Только Дудь спрашивает. А как вы, блядь, и сколько вы зарабатываете? Недавно вышли на меня. Хотим интервью с Дудем, блядь. Я Собчак уже нахуй послал. Еще Дудя тут не хватает. Угу. А вы хотите, чтобы с Дудем, блядь, я провел, блядь, 6 часов? Потому чтобы нарезал такую хуйню. Хотите? Ну, возьми, просто почитай, посчитай. У меня 30-минутная консультация стоит 100 тысяч рублей. Часовая консультация стоит 200 тысяч рублей. Я консультирую каждый день по 3, 4, 5 консультаций. В день. У меня есть групповой коучинг. Вот сейчас идет групповой коучинг. Да? Группа, блядь, собирается бешеная. У меня есть персональный коучинг, стоит 1 200 000. В месяц. У меня Библия обезжиривания стоит 100 тысяч рублей, которая разлетается как пирожки. У меня есть закрытый женский клуб. Как вы считаете, сука? Вы что, вы что, математику никак не бьется, блядь? Так закинь в клод. Закинь, посчитайте. Сколько стоит нормальный коуч? Сколько стоит настоящий инфобашкир, сука? Это вам не ебаный инфобизнесмен, инфо-цыган. Нет, блядь. Просто посчитайте, сколько стоят нормальные мужики. Я 15 лет женщин обучаю, я выдал замуж за собственников бизнеса сотни, пачки, блядь, миллионы, блядь, тысячи, миллионы уже. Я каждый день консультирую, обучаю 15 лет, мы создаем квартиры, машины, тачки, мы выходим на содержание, вы, блядь, мне говорите про какие-то ебаные 30 тысяч рублей в месяц. Не надо нам тут рабства, пожалуйста. Идите нахуй со своим, блядь, высшим, никому не нужным образованием, школой, блядь, работой. Так, вы нам не нужны. Вам надо работать. Идите работайте, носите тарелки, блядь, чистите, убирайтесь, сосите нищебродские хуи, встречайтесь с васьками в дюртюлях, любите нищих, занимайтесь, бухгалтерите, записывайтесь на ноготочки, блядь, пилите им ногти. Давайте, а что, какие проблемы-то? Просто это не байгужанство. Как будто вам это непонятно.
Я люблю и воспитываю, обучаю и благословляю только содержанок. Моя мама была содержанкой. Моя мама была содержанкой всю жизнь. На полном содержании моего папы. Поэтому я люблю только... Я их понимаю. Мою маму спрашивали: Лиза, а почему ты не работаешь? Советский Союз, если что. Советский Союз, сука. А почему ты не работаешь, Лиза? Спрашивали они. Она говорит: так я замуж вышла. Они говорят: подружки ее. Так мы тоже вышли замуж, что мы работаем. Она говорит: да я за нормального вышла замуж. За нормального выходишь замуж. И ты на содержании. Мама высыпалась. Мама просыпалась, когда хотела. Мама занималась счастьем, домом, уютом. Она не ходила. Они все ходили на заводы. Они все, блядь, таскали кирпичи. Они занимались какой-то хуйней, работали за копейки. У нас папа был. Папа сказал: папа, блядь, будет нас обеспечивать. Папа нас любит. Папа нас ценит. Все, я был содержанкой, когда был папа. Когда был мой папа, я был мать. У меня сестра была содержанкой. Маленькая, младшая, Дина, родная. Моя мама была содержанкой, у меня еще пес был, Вят, Миттельшнаузер тоже был содержанкой. Мы все были содержанками у моего папы. Я в ахуе просто. Денис, дорогой, пожалуйста, успокойся. Дай нам продолжение твоей лекции, очень интересно, жду. Угу. Вначале раскочегарит, потом давай успокаивать. Вы понимаете, что только содержанки способны развиваться? Содержанки способны учиться, у них есть целый день для этого. Постоянно учатся, занимаются, развиваются. А если ты бухгалтер, все, тупая овца, ты все, умерла. Если ты ногти пилишь, ты умерла, как нейлмастер, все, ты... Они думают, что если ты работаешь, что ты развиваешься. Посмотрите, я не видел ни одну бухгалтершу, ни одну, блядь, маникюршу с высоким IQ, абсолютно тупые, биомусор, только болтают, блядь, нихуя не могут ни познакомиться, ни влюбить, ни обезжирить, ни путешествовать, ни книгу, нихуя не могут. Ни инвестиций нет, ни акции купить, ни в собственность, блядь, бизнеса, ни создать, ни коммерческую, нихуя, ни недвижимость, ничего нету. И влюбляются, блядь, в бакланов, в этих чушек недомытых, в нищих. Вот реально, у него ни квартира, ни машина. Он ничего ей не подарил, блядь, она влюбляется. Я говорю: ты кто? Говорит: маникюрша, блядь, из Дюртюли. Заебись. В слова, блядь, влюбляются, в слова. Я тебя люблю, блядь, корову подарю, раздвигай пизду. Все, блядь, понесло, блядь, залупку за воротник заглатывают. Ладно, быстро пройдем. Хотел подробно давать, не буду подробно. Быстро пройдем. Первое. Не первое, а сколько там? Какой там уже пункт? Не знаю, 4, 5, какой? 3. Значит, где ловим богатых мужиков? Дорогие командные гонки. Регаты, яхтинг. Это пиздец. Это прямо, не знаю, это наверное, номер 2 после инвестиционных клубов. Ну, клубов предпринимателей. Знаешь, кто бегает по грязи за бешеные бабки? Или тянет канаты, блядь, на яхте? Знаешь, те, кому скучно в их бизнес-империях, это альфа-самцы. Они не на диване, блядь, с Балтикой 9 лежат. Они адреналин ищут, адреналиновые наркоманы. Стань их адреналином. Что выбирать? Гонка героев для топ-менеджеров, да, для предпринимателей 40-летних. Сочи, Турция, Хорватия, велогонки, байк, The City, помнишь? Если попадешь в команду, записывайся даже как новичок. Команды формируются, у них по 5-10 человек. И ты с ними будешь почти круглосуточно на этих регатах, велогонках и так далее. Как себя вести? Потеть. Потеть по-настоящему. У меня байгужанка так недавно вышла замуж. Я отправил ее в Бодрум на регату. Я отправил ее в Бодрум на регату уже... Это был, сейчас скажу, это был сентябрь
2025. В марте она вышла замуж 2026. Посчитай, сколько месяцев. Здравствуй, дорогой Денис, спасибо, что ты... Спасибо. Красотка моя любимая. Кто там медсестрой работает? Марго. Как я рада увидеть вас, обожаю ваш клуб. Да ты моя хорошая, Виолет. Люблю тебя. Спасибо, что репостите эфир. Вот. Недавно катался на байках. Там байки, квадроциклы в Дубае. И скажите мне, вот эти вот мощные баги, машины. Вот туда приезжают на геликах ребята, чтобы покататься часа 2-3 на спортивных мотоциклах по пустыне. Ну, посмотри, прилетай, посмотри. В чем развиваться, чтобы быть интересным, расскажу. Ну, если напомните, расскажу, чтобы не забыть. Там 5 вещей, которые мы развиваем. И ты становишься сразу автоматически интересный. Просто 5 вещей. Так. То есть такие спортивные мужчины, спортивные ребята, собственники бизнеса, да, они любят таких соперничающих женщин, да, такой вот, чтобы ты была сильная, быстрая, выносливая. Я сейчас хожу в зал. Я вижу всех девочек там. Вот, и девчонки классные. Общаются, открытые, знакомятся. Вау, Денис, привет! Телефончики подсовывают. Классные. Открытые, да. Сразу же контактируют. Вот, а ты в залах, в дорогих, подумала, что встречу другого? Что, Виолетта, не понял? Ты в дорогих залах, в тренажерных залах знакомишься? Напишите. Денис такой красивый, когда улыбается. Ой, спасибо. Джусилис. Спасибо. Вот, вы знакомитесь в дорогих залах? В тренажерных, я имею в виду. Умеете или нет? Или вы туда приходите только позаниматься? Напишите. Потому что байгужанки моментально, да, знакомятся. То есть зашла сразу же, всех посмотрела, определилась и сразу же точно познакомилась. Я знакомлюсь, молодец. Хорошо. Умница. Хорошо. Главный секрет, девочки, вот таких мероприятий, ну, я имею в виду регаты там, походы, вот они там на лодках там куда-нибудь в Гренландию там, да, катаются, сплавы там по реке, ну и так. Вот главный секрет, что в командных этих гонках вы 12 часов вместе, да, прям в палатке, там, не знаю, в маршрутке, там, у костра, и там все маски светают. Если он реально нищер мудак, хрен Баклашкин, ты его сразу увидишь. Уже через 2 часа. Если он реальный альфа, ты увидишь что тоже. Я, кстати, поднимался в 2018 году на Эльбрус. Кто, девочки, из вас поднимался на Эльбрус? Кто собирается? Живу в Дубае, хожу в дорогие залы, велогонки, зарабатываю. Что? А почему не особо знакомлюсь? Почему не знакомишься? А в гольф-клубы? А в смысле? У меня есть прямо гайд, подробный гайд, где знакомиться, прямо со всеми местами, где знакомиться в Дубае, где байгужанки. Приходи на коучинг, позанимаемся. Будешь сразу же знакомиться. Ну, потому что у нас же, ну, на групповом коучинге, там же обучение не просто, да, где познакомиться. Да, мы создаем условия, да, этих мужиков вылавливаем. Девочки занимаются организацией мероприятий, ну, потом поймешь каких. Да, и все. То есть берем туда только собственников бизнеса, мужиков. Все, сразу же знакомимся. Сразу знакомимся. То есть, ну, примерно, когда ты придешь на коучинг, сутки, чтобы как зайти на коучинг. Ну, самый простой вариант, либо написать мне в директ, хочу на групповой коучинг или на персональный коучинг, либо в YouTube заходишь, в YouTube под видео, под любым видео YouTube, там есть ссылка на отдел продаж. Просто напиши туда, пройди по ссылке в YouTube, под видео, и напиши, хочу книгу, там, Библия, обезжиривание, ну, условно. Хочу... Что там хочешь? Консультацию 30 минут или часовую. Кстати, консультирую на следующий день после оплаты. Ну, как бы не забывайте, не в день,
а на следующий день. Бывает день в день консультирую, но тогда за двойной тариф. Бывает такое, что надо срочно, прямо срочно, такое бывает примерно раз, там, 2 раза в неделю. Вот, если хочешь на коучинг, пиши «хочу на коучинг», ну и туда, окей? Какое у меня образование? У меня самое охуительное байгужанско-башкирское образование. Смотрю ваш YouTube 2-ю неделю, что нравится. Давай рассказывай. Кстати, посмотрите мой канал YouTube. Вот, там ролики девочки, к сожалению, постоянно закрывают. Нищие жалуются, нищеброды. Вот, эти олени безрогие. Жалуются, потому что им очень больно и закрывают ролики. Поэтому посмотрите все под конспект. Уже начнете обезжиривать, создавать результаты, хотя бы мозг, да, начнет перестать быть консьержским. Окей? Ну, начнете выздоравливать. Потому что пока вы любите нищих и любите работать, у вас больной мозг. Я вас обожаю прямо сильно, а Яночка, красотка. Вот, и я поднимался на Эльбрус скажите мне, в 2018 году. И там есть группы собственников бизнеса. То есть прям предприниматели собираются, там, не знаю, там 15, там 20, 50 человек. И с несколькими, там, с несколькими гидами поднимаются. Да. Вот я там поднимался. Там были собственники бизнеса. Понятно, что там все перезнакомились. Намекаю. Ну, как бы, Денис, вы самый лучший ангел, спасибо. Я как бы намекаю, да, что надо делать вам. А вы все еще живете в Саратове. А надо подниматься на Эльбрус. У меня сын закончил 10 класс. Куда вы посоветуете поступить мальчику после 11 класса? Никуда не поступать. Ни в коем случае. Ну, то есть, если у него есть мечта или желание стать бизнесменом, либо бизнес-школа, ну, то есть не поступайте, я имею в виду, в вуз, где он будет наемным сотрудником. То есть наемный персонал — это рабы. Ну, там, юристом, там, не знаю, там, с кем он там хочет стать, неважно, адвокатом, блядь, прокурором, блядь, менеджером. Это все найм, ну, это рабство. Вот, либо бизнес-школу, желательно за границей. А самое лучшее — это помощником, бизнес-ассистентом, к собственнику бизнеса, да, в личные помощники. Резко вырастет, ну, в мышлении, и сам станет бизнесменом. Вот и все. Вот у меня, когда на меня работают бизнес-ассистенты, работают, ну, помощники в бизнесе, да, вот, там у них зарплата невысокая, ну, где-то условно 100 тысяч рублей я плачу, да, бизнес-ассистенту. Они, ну, каждый день со мной вырастают. Да, достаточно примерно полгода, максимум там 8 месяцев, год, может быть, но это крайний срок. И они становятся очень богатыми. Вот и все. Денис, какой религии вы придерживаетесь? Я верю в себя. Окей? Так, ладно. Потом, девочки, напомните, расскажу вам, как обезжиривать. Танечка. На регатах. Спасибо. Спасибо, Тонечка, спасибо. Спасибо. Легали. Ой, ТикТок меня там и балует. Я просто, ну, в ТикТоке как бы вещаю, в Ютубе и в Инстаграме. Окей. Так, что еще? Что еще? Элитные бойцовские клубы. Бизнесмены там снимают стресс. Да, там они бьют морды, да, чтобы завтра бить конкурентов. Я сам занимаюсь сейчас боксом. Вот. Персональные занятия. Понятно, что, еще раз, богатые люди берут персональные тренировки. Вам это понятно? Айгерим, красотка, зацелуй, привет! Муа! Красоточка, Казахстан, мои любимые, казашечки мои сладкие. Богатые мужчины берут персональные занятия, ну, персональные тренировки. Понятно, да, как вот в тренажерном зале, да, персональные занятия, бокс, персональные занятия. Когда я учился бизнесу, у Андрея Парабеллума это персональные занятия, ну, и все персонально, да. Почему? Кстати, напишите, девочка, почему персональные занятия лучше групповых? Или тем более, если лучше, чем ты, если ты самоучка. Почему? Да, бойцовские клубы. Ой, Айгерим, красотка. Как там мама поживает? Вот, ну, подумайте и напишите, почему персональные лучше групповых, а групповые лучше, чем если ты самоучка. Так, бойцовские клубы потом тоже списком дам, напишешь, ну,
запросишь. Вот. Так. Ладно, что делать, как себя вести, понятно, не буду рассказывать. Скрипты тоже как бы... Дальше. Дорогая благотворительность и попечительские советы. Не кошек, девочки, бездомных спасать в грязи, а серьезные фонды, где попечители этих фондов, владельцы заводов и пароходов. Кто улавливает? Лучше доходит инфо, да, 100%. Вот, то есть у кого есть время и миллионы на спасение лесов, реставрацию усадеб, поддержку онкоцентров, правильно, у богатых. Это лучший фильтр на статус и бабки. Вот, это, конечно, золото. Да. Список тоже скину. И что конкретно делать, да, чтобы туда попасть. Ну, надо изучать вербовку, понятно, да. Внедряться. А винные дегустации всякие, гольф. Сигарные клубы, кстати, кто из вас, девочки, посещает сигарные клубы и гольф? Ну, туда ходят эстеты с тугими кошельками, понятно, да? И здесь регулярно все считают твое оружие. Примелькайся, да? Ой, стань своей. Вот, винные дегустации, список тоже вышлю. Там обычно состав владельцев бизнеса. 35-60 лет. Эстеты-коллекционеры. Жены там бывают, конечно, но редко, да, потому что мужья туда ходят учиться вину. А жены обычно не разделяют вот эти вот курительные вот эти вот интересы, да, и винные. Ну, ты поняла. У большинства из них жена вообще не пьет, но это идеально. Вот, гольф-клубы, да, и Сколково гольф очень хорошо, и Завидово подходит, да, и Пестово, да, и Целеево, кто из вас был, ну, шикарно, да, тоже список сброшу. Вот, тренируйся. Идите на 9-луночные, девочки, курсы для начинающих. В гольфе там не торопитесь, ну, потому что это игра на доверие, да. Ну, вы знаете, что мужчина в среднем играет 18 лунок, да, примерно за 4-5 часов. И за это время он узнает о тебе все. Вот. Кстати, бонус такой, что гольф-клубы устраивают семейные дни. Там его дети, там увидишь его жену, можно будет подсмотреть, познакомиться, да. Ну, короче, реальная жизнь. Сигарные клубы, да. Какие знаете сигарные клубы? Девочки, у вас список сигарных клубов есть, блядь? У меня он есть. Байгужанки туда ходят нарочно, специально. Да, тебе там будет тяжело в сигарном клубе. Вот. Ну, поначалу косо смотрят. Но если ты выдержишь 3 визита, то станешь своей. И тут же все мужчины сигарного клуба сразу же с тобой познакомятся, тебя заметят. Скажи, простите, ребята, простите, я только осваиваю, скажи, сигары. Какую порекомендуете для начинающих, скажи так. Потому что любой мужик в сигарном клубе обожает давать всякие советики, да, он тебя обучит прямо, да. Вот если ты видишь мужика с сигарой, ты можешь просто ему в директ написать, он тебя научит, как правильно раскуривать. Это все в Москве, почему есть Москва? Нет, конечно. Денис, что со старым аккаунтом, где 300 тысяч заблокировали, все, нету. Нету. А и не надо. Смотрите, байгужанок очень много, не знаю, вот кто, ну, за мной, да, смотрит, следит, изучает, они сразу меня нашли. Сразу же нашли меня, сразу же написали, оставили контакты, чтобы с ними связались. И все. Ну, то есть, как бы, кто хочет, кто любит Байгужина, они не могут меня потерять.
Потому что я же никуда не делся. Ой, нос чешется. Умеешь ты знакомиться, напиши в социальных сетях, в группах, например, Фейсбука или ВК, есть группы предпринимателей, я имею в виду, да? Группы там застройщиков, ну, условно, вот, собственников, например, стоматологических клиник, умеешь ли? В Байгужанке очень легко знакомиться. То есть нас интересуют не только сайты знакомств, но скорее группы, где они сконцентрированы все в одном месте. Главное правило для всех мест – это регулярность. Я уже говорил, что это твое оружие. 1 раз ты никто. 5 раз тебя заметят. 10 раз обсудили между собой тебя. 20 пригласили в свой круг. Поэтому регулярность – это твое главное оружие. Окей? Чем чаще человек видит одно и то же лицо, тем сильнее он начинает к нему тянуться. Поэтому не 1 раз сходила и поразила, а много раз примелькалась. Это работает на всех людей, на всех. Поэтому если ты 1 раз пришла на гольф, или в сигарный клуб, или на инвест-встречу, либо на бизнес-завтрак, то 0 шансов. Альфа тебя даже не заметит. Ты для него просто фон. А если пришла 2 раза, он тебя зафиксировал. А он подумал, опять та женщина. 5 раз он тебя узнает. Да, и начинается, привет, как дела? В тренажерных залах так же. 10 раз пришла, он комфортен, да, рядом с тобой. Пойди и, заговорить, это естественно. 20 раз пришла, все, ты часть его социального мира. И теперь он может предложить тебе выпить вместе. Видите логику? Без регулярности, девочки, никакая правильная локация не работает. Поэтому что нужно сделать? Выбери одно место из того, что я перечислил, либо выбери какое-то свое место, где ты точно знаешь, да, что там богатики. То есть коттеджный поселок, конкретная локация, или там ЖК, или комьюнити, да? И попади в чат этого комьюнити. Условно. Одно место, не 2, не 3. Купи туда абонемент, не знаю, карту годовую там, или там месяц, там, членство купи, да, потому что это дорого, но надо. Вот, поставь туда, что, в календарь, 2-3 там посещения в неделю. Жестко поставь, как тренировки. И ходи минимум туда 3 месяца, ходи туда, да, и ты начнешь знакомиться. И создавай поводы быть замеченной. Ходи в одинаковое время, допустим, там вторник, вечер, четверг, утро. Садись на одно и то же место, да. Бери там одинаковый напиток у бара. Альфа-самец, который ходит туда уже долго, он должен увидеть тебя примерно 15-20 раз, прежде чем подойти. Это норма. Не страдай, что он не подходит. Он тебя обрабатывает. Его обрабатывает, да, то есть тебя обрабатывает его сознание, подсознание. И в один прекрасный момент он сам подойдет, потому что ты ему знакомая, ты своя. Если ты будешь открытая, конечно, да, если ты будешь открытая, если будешь улыбаться. Поэтому регулярность дает то, что не дает ни короткое платье, ни декольте, ни ботокс. Дает ощущение безопасности. Вот. А альфа-самцы, они всегда выбирают безопасные ставки. Так, что дальше? Допустим, ты увидела альфача. Что дальше? Ключевой момент, знаете, когда наступает? Когда что-то произошло. И появился повод для реакции. Это ключевой момент. То есть это конкретная секунда, в которую человек максимально открыт для контакта. Это ключевой момент. Плохие моменты для подхода, девочки, это когда он сосредоточен, допустим, на работе или в телефоне, и он работает. Это плохой вариант. Или он с кем-то разговаривает, или только что вошел, оглядывается, или только что закончил тренировку, он в моменте на эндорфинах и уставший. Да? А хороший момент, это если что-то
общее произошло на мероприятии, там, не знаю, выступающий пошутил, там, прошла прикольная демонстрация, ты улыбнулась там, да, поймала его взгляд, он улыбнулся в ответ, да, вот это тот самый момент. Или там, он что-то уронил, там, потерял визитку, ручку, да, там, тогда ты подними, да, передай, это естественный повод, улыбнись, да, очередь там какая-то, там, не знаю, кассе, гардеробу, там, в театре, да. У всех какая-то общая должна быть проблема, и можно слегка прокомментировать эту проблему, да, или перерыв на мероприятиях, да, он стоит один с напитком, да, все, этот прям твой момент, вот один стоит, неважно где, в ресторане, там, пошел в бар, или в гольф, или стоит один, или в тренажерке, там, вот это прям тот момент, да, подходишь и говоришь ему прям по делу. Или там после выступления спикера на бизнес-конференции, да, у всех в голове разные идеи, все хотят все обсудить, это просто идеально, просто подходишь, да. Вот. Подходишь в течение 15 секунд. 15 секунд прошло, в течение 15 секунд после вот этого момента, да, ты подходишь. Окей? Ну, потому что позже повод улетучивается, да, а раньше момент еще не сложился. Понятно? Так, хорошо. Ну, это кратенько. Давайте еще вам дам жесткую правду номер 3. А, кстати, помните жесткую правду номер 1 и номер 2? Что это было? Помните, я вам давал сегодня или нет? Напишите, если помните. Жесткая правда номер 3. Обычно ты выбираешь дешевую обертку для говна, а не мужика с бабками. Почему, кстати? Почему ты обычно выбираешь обертку, причем дешевую, а не мужика с бабками? Ты сама своими собственными руками и тупой башкой виновата в том, что спишь одна или с нищебродом. Я не говорю, что ты какая-то бракованная, нет. Я говорю, что ты просто слепая, слепошарая. Мимо тебя каждый день ходят породистые, ресурсные, готовые платить мужики, а ты смотришь сквозь них, как будто они прозрачные. А знаешь почему? Потому что ты ведешься на копеечные понты и мишуру. У тебя в голове программа жрать, брать нищебродское говно, хуету и поебень. Вот и все, ты лох, правильно. Ты выбираешь встречаться с лошарами, потому что так безопасно, так тебе понятно. Вот и все. Зачем ты так делаешь? Ну просто осознай, может что-то, ты что-то поймешь. Знаешь, что отличает миллионера, богатого, успешного мужчину от обычного мужика? Это то, как он смотрит. Обычный мужик сканирует. Грудь, жопа, лицо. За полсекунды, это видно, это раздражает. Альфа-мужчина, турнирный, смотрит иначе. И тебе важно это распознать, потому что в этом взгляде есть приглашение, на которое нужно сразу отреагировать, слышишь? Что? Денис, как заставить парня работать? Я не понял. А сколько он не работает? Подожди. Ты встречаешься с парнем, которого надо заставлять работать? Не понял, подожди. Он не работает, и при этом у него есть хуй, залупка и яйца? Не понял. Подожди. Он выглядит как мужик и валяется на диване и не ходит на работку, чтобы убивать мамонтов и приносить им. Я что-то не понимаю, блядь. Что нарушилось? Что поломалось? Сейчас инфаркт будет, точно. Что поломалось, девочки, что мужика? Это до какой степени нелюбви к себе нужно дойти? Это как себя обесценить, чтобы ебаться с парнем, который не работает, которого надо заставлять, мотивировать, зарабатывать для тебя деньги? Это что? Это что? Кто вас проклял?
какой сатана вас доебал? Ты продолжаешь ему отсасывать залупку за воротник, а он не работает, и думаешь, а как стать мотиватором для этого уебка? Юленька, спасибо за цветочек, ну я в ахуе. Как вы встречаетесь с ними? Я чуть не понимаю. Как вы с ними встречаетесь? Кто-то еще рожает им. Мужик не зарабатывает даже 300 тысяч рублей в месяц, даже 2, 3, 4 тысячи долларов в месяц, а некоторые даже вообще не работают. И вы с ними, вы рожаете им. Вы ебанулись. Вы ебанулись. Может быть, надо просто башкой удариться об стенку? Потому что там мозгов нет. Постучи, проверь. Посвети фонариком! Я в ахуе просто. Итак, альфа-самец смотрит иначе. В этом взгляде есть приглашение, на которое нужно сразу реагировать. Он смотрит прямо в глаза. Ни на грудь, ни на ноги, ни на лицо. Он смотрит тебе в глаза. 1,5-2 секунды. Это долго. Он смотрит. 1,5-2 секунды. Это долго, блядь. Не отводит первым. Если ты задержала взгляд, он держит. Это проверка. Легкая улыбка краешком его миллионерских губ, на которые ты скоро сядешь. Не плотоядная, не широкая, как у новичков-пикаперов. Легкая, спокойная, уверенная. Когда отворачивается, не оглядывается через 5 секунд. Потому что это гамма-бета-самешка. Олежка, Амешка, говноежка, блядь. Он оглянется через 1-2 минуты, чтобы убедиться, что ты заметила. Если ты в его поле зрения долго, он позиционируется так, чтобы тебе было удобно подойти. Спасибо, твоя мама, спасибо, Андрес. Он открывает позу, отходит от основной группы, то есть создает окно для подхода. Что делать, когда поймала взгляд собственника бизнеса, предпринимателя, миллионера? Ответный взгляд 1,5 секунды прямо в его глаза. Затем легкая улыбка, не во весь рот, уголками. Затем отвод взгляд вниз и в сторону, не резко, не испуганно, а спокойно. Через 30-40 секунд снова посмотрела на него. Если смотрит, все, блядь, это контакт, и скоро будет обезжир. Подойди. Следующее. В течение следующих 2-3 минут. Подойди. А если он сам к тебе идет, просто стой и улыбайся. Знай, миллионерский хуй грядет. Важно, девочки. Альфа-взгляд бывает раз за вечер. Не весь вечер, а раз за вечер. Не каждые 30 секунд. Если он смотрит постоянно, запомни, это не альфа. Это будет один раз. Либо нищер, фанат. Либо гребаный пикапер. Либо гнида ебаная. Альфа смотрит один раз. Альфа смотрит и переходит к своим делам, но ждет твоей реакции. Понятно, обожаю, я тебя обожаю. Девочки, ну напишите, как вы меня любите. Ну ладно, пришло время полюбезничать. Ну ладно, напишите, что Байгужин лучший кавать. Я же для вас стараюсь. Напишите, как вы меня любите. Денис Байгужин самый лучший мужик.
Напишите, я же вас всех люблю, всех вас благословляю. Напишите. Мы тебя очень любим, лучший на свете. Спасибо. О, мы вас любим. Отцу Байгужину. Обожаю Дениса. Ой, спасибо. Денис, ты прямо описываешь историю моего знакомства со статусным мужиком. Да, именно так и происходит. Лучший коуч Байгужан. Спасибо. Денис лучший, спасибо. Спасибо, сейчас водички налью. А нет, водичка есть. Дениска, обожаем тебя. Так, ну что, давать ли вам, девочки, у меня есть список очень важный, индустрии, где концентрируются альфа-самцы. Давайте или нет? Где же альфа концентрируются? Большой-большой список. Потому что самое важное, девочки, это локация. То, где вы ходите от работы до дома. Там шарохаются только нищеры, к сожалению. А есть целые индустрии, где венчурные капиталисты, инвесторы, собственники бизнеса находятся. Между собой общаются, растут, развиваются, отдыхают. Видишь, одно дело тебе я сейчас это, допустим, дам, да? Тебя же нужно учить, как правильно организовать первое свидание. Потому что, блядь, ты первое свидание проебешь. Ты столько раз там налажаешь, что сольешь мужика. И не влюбишь его, не обезжиришь. И не выявишь его базовые потребности, и тем более не закроешь. Какая разница, в какой стрелковый клуб ты идешь? На картинг, не знаю, или боулинг, или бильярд. Или иммерсивный театр, или тест-драйв крутых тачек. Какая разница, если ты его там все равно проебешь? Все скрипты у меня есть, как знакомиться, как проводить первые свидания. Ладно, девочки, давай тогда в следующий раз, если будет время. Вот. А все. Достаточно. Напишите в комментариях, как сегодняшний вебинар, что запомнили, что поняли, что уяснили. Все это под список, под записи у меня есть. Приходите на консультации, вам доступны групповой коучинг. Ну, не сейчас, групповой коучинг только начался, поэтому через 2-3 недели можешь написать. Ну, написать можешь сейчас, а прийти на персональный коучинг можешь в любое время прийти. Ну и занимайтесь, да. Учитесь, практикуйте, внедряйте, да. Попадите в байгужанские чаты к девочкам к опытным. И все получится. Будете влюблять, обезжиривать. Эфир-бомба, любимые. Будете раскубышивать. Станете богатыми. А пока просто пообещайте мне. Пообещайте мне, что разбогатеете, девочки. Я всегда с вами. Люблю.